Всем привет! С вами снова канал Чудачница. И сегодня я продолжу тему запущенного участка. Все начинающие садоводы совершают одну общую ошибку. Начинают разрабатывать участок, чтобы что-то посадить. Этот этап я уже прошла и, опираясь на свой опыт, могу настойчиво советовать. Пока на участке есть сорняки, копать его нельзя. Не спешите, всему свое время. Это фото мои подписчики уже видели. Поле Пырея в мое первое лето на даче. А так выглядит это место сейчас. Тем, кто подумал, что таким красивым бывает любой участок весной, рекомендую смотреть видео дальше. Там покажу эту траву крупным планом, и вы убедитесь, что пырея на этом пока еще не стриженном газоне нет. Это травяное покрытие площадью 10 соток я не сеяла, оно абсолютно природное и обошлось мне в стоимость электрокосы и удлинителя. А как же деревья и грядки, спросите вы? Газоном сыт не будешь. Все это есть. Сейчас покажу. Вчера я перекопала грядки, которые разбила в саду на третьем году регулярного выкашивания. Эти грядки расположены посреди газона. То есть я не заморачиваюсь, чем укрывать междурядья. Единственное, что делаю, каждую весну подравниваю кромку. Если здесь копать бортик, то и этого делать не придется. Специально оставила кучу корней, которые выбрала, чтобы показать, что из сорняков осталось здесь расти. Вот тут в основном трава от обрезки кромки, есть розетка коровяка, буквально несколько корешков пырея, видимо, просмотрела, когда сапала. Еще попадаются корни вьюнка, березки, но думаю, что на следующий год и этого здесь не будет. Основная масса все-таки газонная травка с кромок. Сейчас покажу ее в живом покрытии. Вот это мятлик луговой. Природный газон не доставляет много хлопот, я его не вычесываю. Все естественным путем превратится в перегной. Чуть дальше, в низинке, сейчас перейду, растет овсяница луговая. Это очень тоненькая травка с ползущим корневищем. Она образует такую плотную дернину, что здесь у меня даже одуванчики долго не продержались. А справа наглядный пример, что бывает, если участок перекопать. На чистой земле тут как тут выросли пырей и пастушья сумка. Здесь у меня насыпная терраса, со временем она задернится. Мятлик либо овсяница наползут на склон и затянут всю поверхность. Все, что от меня потребуется, просто регулярно косить, не давая сорнякам цвести. Как видите, если методично выкашивать траву, даже на самом заросшем участке через 3 года сорняков останется совсем немного. Мятлик и овсяница растут практически по всей территории Евразии. Они не требуют полива и устойчивы к вытаптыванию. Частая стрижка заставляет их корни расползаться на большие расстояния. Сорняки же после скашивания, наоборот, слабеют. 5 лет регулярного покоса и произошла полная замена сорняков на эти две травки. Еще пару слов о деревьях. Неважно, какие они, плодовые или декоративные, важно оставить для них приствольный круг и щедро его замульчировать, как только прогреется почва. В качестве мульчи я применяю опилки, их можно сверху прикрыть слоем коры. Если применять только кору, под ней могут поселиться слизни. Опилки я привожу с ближайшей пилорамы, а кору собираю с упавших от ветра и старости деревьев. Вначале, когда кругом было полно сорной травы, я вкапывала вокруг саженца вот такую обрезанную покрышку. Удобно поливать, удобрять, обкашивать, мульчировать. Когда дерево окрепло, покрышку можно выкопать и использовать еще очень много раз. Если нет возможности мульчировать, прикорневой круг можно засадить ирисом. Полностью сорняки он не вытеснит, но и развиваться не даст.
Для деревьев ирис не конкурент. Можно еще посеять и летники, бархатцы, календулу, но это если есть желание возиться с ними каждый год. Если вы решили не повторять чужих ошибок и начать разработку участка с выкашивания, могу дать несколько рекомендаций. Косить часто, как только трава вырастет на 10 см. Купить электрокосу, потому что она легче и дешевле в эксплуатации. Мощность косы выбирайте не меньше 1800 Вт, желательно с предохранением от перегрева. Вам еще потребуется удлинитель. Свой я сделала сама из провода с заземлением. Сечение провода 2,5 из-за большой длины, у меня она 70 метров. Разделила пополам, чтобы не мешал при работе поблизости дома. Первый покос делала ножами, потом только леской. Сегодня я показала, как постепенно, шаг за шагом, начинающему дачнику освоить запущенный участок. Этот метод, на мой взгляд, самый щадящий, потому что экономит силы, нервы и бережет землю от ядовитой химии. Хотите знать больше? Подписывайтесь на мой канал и смотрите новые истории освоения.